Что, если я скажу вам, что прямо сейчас существуют планы 2 мегапроектов, которые бросают вызов законам физики? Один из них — поезд, который летит сквозь монолитные скалы и не касается Земли. Строительство этого чуда за $72 миллиарда было остановлено на целых 4 года, всего лишь из-за одной подписи местного чиновника. Второй проект — это концептуальный план канала стоимостью $200 миллиардов, ради которого инженеры разработали способ пробить целую горную цепь и поднять гигантские корабли на высоту 650 метров над уровнем моря. Сегодня мы отправимся в Японию и на Ближний Восток, чтобы увидеть, как человек прорезает горы. В 1964 году Япония изменила мир, запустив сверхскоростные поезда. Но сегодня знаменитая линия Токайдо Синкансен забита до отказа — 12 поездов в час, и добавить больше невозможно. Японии был нужен новый маршрут, проходящий сквозь горы. То, что они создали, разрабатывалось долгих 60 лет. Этот поезд ломает все правила железнодорожной инженерии. У него нет привычных колес, а электродвигатель длиной 246 километров вмонтирован прямо в бетонную трассу. Когда состав разгоняется свыше 160 километров в час, его резиновые шасси убираются, и он поднимается на 10 сантиметров, паря на невидимой магнитной подушке. В апреле 2015 года этот поезд установил мировой рекорд скорости на суше — 603 км в час. На такой скорости внутри почти нет вибрации, и пассажиры могут спокойно читать газету. При этом на скорости 500 км в час этот транспорт использует вдвое меньше энергии на пассажира, чем самолет. Секрет кроется в сверхпроводимости. В стенке пути вручную установлено 580 тысяч магнитных катушек. В самом поезде магниты охлаждаются жидким гелием до минус 269 градусов Цельсия. Это холоднее, чем на поверхности Плутона. Но настоящая битва развернулась под землей. Из 286 километров пути между Токио и Нагоей 246 километров проходят внутри туннелей. Горы оказались непредсказуемыми. Инженеры столкнулись с породой возрастом 300 миллионов лет, подземными реками и колоссальным давлением, сминающим сталь. Из туннеля приходилось откачивать по 10 тысяч литров воды каждую минуту. Затем случилась катастрофа. Губернатор префектуры Сидзуока заблокировал проект, так как испугался за водоснабжение 620 тысяч человек. Проект остановился на 4 года, а его стоимость выросла с первоначальных 9 миллиардов до 72 миллиардов долларов. Инженерам пришлось разработать систему возврата каждой капли грунтовых вод обратно в реку. Лишь в апреле 2024 года, после отставки губернатора, строительство возобновили. Сейчас на 60 площадках трудятся 30 тысяч рабочих, чтобы сделать путь из Токио в Нагою доступным всего за 40 минут. Если в Японии горы пробивают ради скорости, то на Ближнем Востоке предложен мегапроект обводного канала для обхода Ормузского пролива. Через этот узкий промежуток шириной всего 33 километра ежедневно проходит 20 миллионов баррелей нефти, что составляет 1/5 часть всего мирового запаса.
Инженерный ответ на эту угрозу – концептуальный проект канала стоимостью $200 миллиардов. Идея заключается в том, чтобы прорубить 32 километра прямо сквозь суровые известняковые горы Хаджар. Для этого необходимо извлечь 400 миллионов кубических метров породы. Это в 40 раз больше объема раскопок Панамского канала. Чтобы сдвинуть горы, спланировано 40 тысяч точнейших взрывов. По проекту, каждые 30 секунд 100-тонный самосвал должен вывозить куски скал, работая круглосуточно. Там, где пиковая высота горы достигает 650 метров, спроектированы 3 гигантские системы шлюзов. Шлюзовые ворота, созданные в Южной Корее, имеют ширину 65 метров, высоту 30 метров и весят 3000 тонн каждая. Задумано, что супертанкер заходит в канал на уровне моря, поднимается на высоту 650 метров через систему шлюзов, пересекает гору и затем спускается вниз, выходя в Аравийское море. Вода в шлюзах прибывает со скоростью 3 метра в минуту, и камера полностью заполняется всего за 12 минут. На удержание искусственных стен канала от давления горной породы потребуется 180 тысяч скальных анкеров. Этот невероятный концептуальный проект потребует 6 лет работы и труд 8 тысяч рабочих 30 национальностей. Когда природа ставит перед нами непреодолимые преграды, человеческий гений создает левитирующие поезда и прокладывает водные пути прямо сквозь неприступные вершины. Какой из этих двух проектов впечатлил вас больше? Это битва титанов. Невероятный скоростной поезд против разрушительной силы взрыва. Но кто же победит? Напишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Атмосфера и жизнь», чтобы не пропустить новые видео.